разобрать. Перед вами карта северо-восточной части Украины. Входит 4 крупных областных города. Данные предоставлены компанией Olymp Consulting. Итак, друзья, начинаем с самой северной части Украины. Это город Чернигов. Вы, надеюсь, на карте видите границы. Город Чернигов является, друзья, у нас приграничным городом, и область граничит как с Российской Федерацией, так и с Белоруссией. Сумы тоже приграничный город с Российской Федерацией, граничит. Город Харьков также является соседом Российской Федерации. Ну а город Полтава находится ближе к центру. Итак, говорим о основных показателях, которые характеризуют состояние рынка на конец июля 2026 года. По населению, друзья, постоянно прошу. Здесь население, естественно, в городе Чернигове официальная статистика довоенная. Кто меня смотрит с города Чернигова, напишите, пожалуйста, насколько больше или меньше живет сейчас людей в городе Чернигове, чем до войны. Я думаю, что 1150 стало меньше жить. Может, не прав. Напишите, мне будет интересно. Почему интересно? Потому что совершенно очевидная связь. Если количество людей меньше, то недвижимость, в ней же люди живут, да, естественно, должна дешеветь. Итак, количество предложений, которые мы зафиксировали, я и компания Olymp Consulting на рынке жилой недвижимости города Чернигова, 8 тысяч объектов за июль месяц. И что, друзья? Закономерности уже появляются определенные. Помните, наука изучает явления, которые повторяются. Так вот, вот эти закономерности, повторяющиеся явления происходят, как мне пока еще, я предполагаю, в приграничных городах. И это связано, что уменьшается количество квартир, которые выставляются для продажи. 8 тысяч объектов – это первичный, вторичный рынок, на 11%, друзья, меньше, чем это было в июне месяце. С чем это связано? Я предполагаю, что все-таки в прифронтовых городах люди понимают, что продать они не смогут свою недвижимость, поэтому просто снимают с продажи, так сказать, свое жилье. Потому что продать и купить на эти деньги мешок соли, в этом абсолютно нет никакого смысла. Итак, аномальное поведение по предложениям на 11%. Прошу обратить на это внимание. Также выборка репрезентативна. Мы видим, это 8 тысяч, достаточно огромное количество объектов, которые попадают в генеральную выборку, которые участвуют в исследовании. Дальше, друзья, социальное жилье подешевело минус 0,20% за месяц. Это все вторичный рынок. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевели на 0,16% за месяц. Ну, а первичный рынок квартиры эконом-класс также видим динамику снижения, минус 0,23%. Также первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс незначительно подорожали на 0,5%, но это еще раз говорит о том, что мы рассматриваем всего лишь колебательные процессы. Хотя уже, друзья, 6 месяцев в городе Чернигове мы наблюдаем снижение стоимости квадратного метра, в отличие от 2025 года, где стоимость росла, и я не переставал удивляться, я об этом вам говорил, что этого не может быть. При фронтовом городе, да, он спокойный, но с учетом того, что сейчас, да это уже не сейчас, это давно я вам об этом говорю, вот это Северная Африка, Северная армия Российской Федерации, это а последнее время буквально все СМИ об этом пишут, говорят, что готовится наступление с севера именно на Черниговскую область, так как это самое краткое расстояние до города Киева. Вспомните 2022 год, когда начиналась война. Буквально за несколько дней войска Российской Федерации находились в пределах города Бровары. То есть здесь порядка 120 километров от буквально границы до города Киева. Поэтому, друзья, похоже, те мои, так сказать, сложно мне сказать, что это там какие-то были предположения
пророчество. Нет, это предположение, да. Они, похоже, сбиваются, потому что вот этот, в северную часть, если ее вот так срезать, а это происходит сейчас и в Сумах, мы будем об этом говорить, ну, мы о недвижимости будем говорить, Харьковской области, то, естественно, линия фронта приблизится непосредственно как к Чернигову, так и к городу Киеву. Поэтому давайте будем смотреть, что будет происходить с внешними факторами, это как будет двигаться фронт. А сейчас говорим о недвижимости, которая себя ведет совершенно адекватно. Значит, по всем сегментам снижение стоимости и плюс впервые за много лет мы увидели, что люди снимают квартиры с продажи. С чем это связано? Ну, наверное, с тем, что все-таки люди понимают, что во время боевых действий, которые, возможно, в скором времени приблизятся непосредственно к Чернигову, продавать свою квартиру – это бессмысленное занятие. Итак, друзья, переходим к следующему городу, город Суммы. Население 264 тысячи, довоенные. Сумчане, напишите мне, сколько сейчас живет. Я думаю, 1150. Ну, как и в городе Чернигове, понятно, что с прифронтовых городов люди стараются уезжать. Количество предложений здесь меньше, выставлено в июне месяце всего лишь 6 тысяч, но все равно это репрезентативная выборка. И, внимание, друзья, 9% снижения активности по предложениям. Та же самая история, как и в городе Чернигове, только в городе Чернигове 11, а здесь 9. Кстати, в городе Запорожье, кто смотрит мне постоянно, там, по-моему, 16, минус 16% снижения активности на рынке по предложениям. То есть опять опасный такой тревожный сигнал. Социальное жилье, друзья, подешевело на 0,42%, а вот все дальше, что происходит с рынком недвижимости города Сумы, пока не поддается анализу. Почему? Потому что все-таки это колебательные процессы, но даже колебательные процессы при фронтовом городе, эконом-комфорт бизнес-класс, это у нас вторичный рынок, вырос на 0,51%. Бред. Кто покупает там, друзья, у вас квартиры, я не знаю, зачем, то есть люди, которые не могут продать на протяжении многих лет свои квартиры, еще и повышают стоимость квадратного метра. Первичный рынок, квартиры эконом-класс подорожали на 0,48%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подорожал на 0,72%. Друзья, подводя итог, мы видим, что нелогично себя ведет рынок недвижимости города Суммы, за исключением самого большого класса рынка недвижимости, класс социальное жилье, это вторичный рынок. Здесь все закономерно. 0,5% снижения практически в месяц. Все остальное это похоже на какой-то бред. Но еще раз говорю, это колебательные процессы. Что произошло за год, а это уже тенденции, будем разбирать.